Посередине саванны лежит человек, подавленный и измученный. Марк Томпсон, 35 лет, известный документалист по дикой природе. Пытаясь снять львиную стаю на африканской саванне, он стал добычей браконьеров и был оставлен привязанным к стволу дерева. Веревки крепко стягивали запястья и лодыжки. Они не сломались бы за одним человеком, даже если бы Марк пытался вырваться. Он кричал «Помогите!», но звучал он в пустоте. Гигантская пустынная саванна не сразу поддавалась клик-подсказкам помощи. Команда Марка оставалась на базовом лагере в 20 километрах, и ночь оказалась слишком длинной, чтобы верить в чудо. В первый вечер Марк слышал далекий, но отчетливый смех гиен, и его голос стал слабым эхом его собственного страха. Во второй день запасы воды истощались. Он выпил последнюю каплю и понял, что впереди его ждут отчаянные испытания. Утро третьего дня принесло неясную темноту сознания. Где-то в глубине души Марк почувствовал, что может быть конец. Однако именно в этот момент на горизонте появился гигантский самец-лев. Лев, ядро величия саванны, встал над 50 сантиметрами от Марка, чуть выше метра в плечах. Его присутствие было одновременно угрозой и странной, неприкрытой благодатью. Марк попытался двигаться, но тело отказывалось повиноваться. Он закрыл глаза и открыл их снова, чтобы увидеть, что лев не атакует. Лев остановился на несколько метров и долго рассматривал человека в цепи веревок. В янтарных глазах не было враждебности. Наоборот, они выражали любопытство, терпение и некую древнюю память. Лев медленно приближался, и каждый шаг казался медленным, будто он хотел дать человеку шанс увидеть мир его глазами. В момент, когда Марк уже готовился принять свою судьбу, лев сделал неожиданное. Взгляд его сместился к веревкам. Он подошел ближе и начал обнюхивать узлы на запястьях и лодыжках. Затем зазвенел голос тревоги. Лев издал глубокий рычаг, но не на Марка. Это был рычаг, адресованный веревкам. Лев инстинктивно знал, что эти нити не просто предметы. Они удерживают человека, не принадлежащего природе. В этот миг в памяти Марка всплыло воспоминание о другом случае. 2 года назад, когда он, снимая дикую природу, обнаружил раненого молодого самца льва, пойманного браконьерами. Ловушка оказалась на его ноге. Заражение набирало обороты, и лев юный был на грани гибели. Марк и вот его команда тогда приняли решение действовать рискованно, но смелее, чем кто-либо из них ожидал. Спокойно, спокойно, все будет хорошо. Я здесь, чтобы помочь тебе, говорили они тогда и действительно помогли. Они вызвали ветеринара, промыли рану, ввели антибиотики и держали льва под наблюдением в течение 3 недель. Лев начал доверять человеку и спустя 3 недели позволял приближаться, не роняя рычагов страха. Это было не просто героическое снятие, это было начало доверительных отношений между человеком и дикой природой, когда взаимопомощь становится мостом между 2 мирами. Теперь же та же самая фигура льва вернулась к нему не для предложения помощи, а чтобы показать, что дружба и память не забываются. Лев схватил цепь зубами и начал обрывать веревки по одной за другой. Сначала одна нить поддалась под давлением массивных зубов, затем другая. И еще одна. Веревки на запястьях поддались быстрее, чем на лодыжках, потому что узлы на запястьях были более прочными. Лев продолжал работать не торопясь, с настойчивостью, которая казалась невероятной для животного, привыкшего к охоте, а не к похвальным поступкам людей. Вскоре разорвался еще один узел, и Марк смог сделать первый вдох свободы. Он посмотрел на льва, и в глазах зверя он увидел знакомую человечность, как будто лев понимал, что его помощь не была одобрена славой, а была актом великой дружбы. «Спасибо, спасибо, ты спас меня».
— прошептал Марк, глаза наполненные слезами. Лев ответил глухим, но понятным выражением, взглядом, который звучит в истории каждого человека, пережившего момент, когда мир упал вокруг и затем восстал из пепла. Лев посмотрел на Марка и, словно исполняя долг памяти, снова повернул голову в сторону далекой саванны, где оставались звуки ночи и тишина Дантеевой ночи. Но затем вновь обратил внимание на героя, не забывая, что вокруг есть опасности. Среди темноты раздался резкий рычаг. Звенья гиен. Запах раненого человека, который поднялся на свежий воздух, стал привлекать внимание тех, кому не следует приближаться. Гиены подошли достаточно близко, чтобы почувствовать запах крови и страха, и начали приближаться. Лев встал на защиту Марка и занял положение, готовое противостоять толпе хищников. Гиены атаковали одновременно со всех сторон, и лев отвечал мощью своих когтей и молниеносной ловкостью. Одна гиена прыгнула на бок льва, и лев отвечал молниеносным ударом. Еще две атаки со стороны были отбиты также, но ощущение давления на Марк нарастало. В этот момент три гиены атаковали снизу и сзади, и лев оказался вынужден держаться, чтобы защитить человека, одновременно пытаясь не ранить его. Но ситуация обострилась. Гиены окружили их с тыла и начали кусать заднюю лапу льва. Лев пошатнулся, и тяжелый удар был близок. В ту пору Марк, собравшись с силами, нашел в руке камень и метнул его в сторону гиены, которая держала укус льва. Камень попал точно. Гиена заскулила и отступила. Лев посмотрел на Марка, и в его глазах был не только сюрприз, но и благодарность, ощущение, что они стали друзьями, ценой чьей-то жизни были сохранены. В этот момент гиены отступили, осознав, что их атаки не увенчаются победой. Но Марк знал, что удержаться здесь и сейчас невозможно. Без воды он продержится еще несколько часов, и позже величие саванны заставит его тянуться к лагерю. Лев не ушел. Он стоял рядом и, если нужно, подталкивал его к движению так, будто служил проводником. Они шли 10 километров до лагеря, шаг за шагом, пока Марк не почувствовал, что ноги становятся тяжелыми, словно свинец. Но лев держал темп, останавливаясь. Ждать, позволять Марку отдышаться, подставляя свое мощное плечо, чтобы человек мог прислониться к нему. Теплое тепло льва обволакивало Марка, будто сама земля под давлением груди животного принимала его обратно к жизни. Солнце садилось. Ночь над саванной становилась еще более опасной. Звуки ночи, крики зверей на горизонте. Но лев оставался рядом, шаг за шагом, иногда приближаясь вперед и проверяя путь, иногда следуя сзади, охраняя от теней. Когда Марк почти терял сознание, лев прижимал его к себе и позволял ему опереться на свое тело, словно на живой мост между мирами. Тепло льва прогоняло холод, заставляя сердце Марка снова биться живым. Он положил руку на гриву льва, знак благодарности, знак дружбы, который переживет века. Они не были больше человеком и зверем, они стали друзьями, жизненно важной связью между двумя существами, которые нашли друг друга не ради победы, а ради взаимной защиты и поддержки. Гиены, наконец, отступили и исчезли в темноте. Понимая, что этот странный союз слишком силен, чтобы сломаться, они прекратили попытку взять верх. Когда лагерь наконец появился на горизонте, команда Марка выбежала к нему в панике и радости. «Вы в безопасности!» — крикнули они. Марк улыбнулся сквозь слезы. «Этот друг спас меня». Лев повернул голову и взглянул на него в последний раз. Марк повернулся к нему, не желая отпускать эту память. Лев помахал носом и исчез в темноте, оставив за собой воздух саванны, напоенный теплом и светом звезд. Музыка в записи затихла, а затем снова зазвучала, словно напоминание о том, что доброта может переходить границы видов.
История рассказа завершилась на ощущении того, что мир — не простая игра дуэлей между человеком и зверем, а место, где границы растворяются, а дружба рождается на границе между двумя существами. Любовь, не требующая слов, может жить в дыхании ветра и в тепле тела, в слабом, но сильном ответе на зов жизни. Если вы хотите услышать больше трогательных историй, подписывайтесь на наш канал и смотрите новые выпуски. Эта история напоминает, что человечество может учиться у природы, и что сети дружбы можно строить там, где их раньше не было, между человеком и дикой сущностью, между прошлым и будущим, между тем, что мы боимся, и тем, что мы можем спасти.